У вас бывает такое, что просто пробило на котлетки? Просто адски охота котлет. Но, к сожалению, ты заходишь в магазин, смотришь то, что там продается, читаешь состав и понимаешь, не. То есть, знаете, вот эти вот чудесные котлеты покупные, которые ты смотришь, вроде котлета лежит, вроде охлажденка. Ты начинаешь ее жарить и смотришь, это что, из нее вода течет? А это не вода. Это полсантиметра жира. То есть котлета вот так уменьшается, и ты смотришь, это из чего она была-то вообще? Из жил? Из какой-то собачьей будки вместе с цепью, с собакой и будкой? Чё это вообще за херня такая? И хочется сделать котлеты из нормального мяса. Но тут вы сталкиваетесь с проблемой. У вас нету мясорубки. Но либо она у вас есть, но она у вас сломана. У вас, конечно, есть блендер. Но блендер нужно мыть. И там совсем получается каша. Есть другой вариант. Можно взять терку и супер замороженный кусок мяса просто натереть на крупной терке. Но, скажу вам честно, во-первых, это капец как долго, это муторно. И держать в руках ледяной кусок мяса в течение там 15 минут, это прям, скажем, прохладная идея. Ха, вы поняли, прохладная. Есть еще один вариант. Можно взять пару ножей и вот так вот, короче, порубить, как топориками. Однако, если топориков, прям топориков с вот такой вот заточкой у вас нет, есть только ножи с вот такой заточкой, то в течение 10 минут у вас ножи затупятся совсем. Потому что, дайте угадаю, торцевой колоды, которую используют мясники для топора, у вас нету. То есть рубить вы будете либо на обычном дереве, не торцевом, либо на обычном пластике. Собственно, долбя кромкой ножа, просто затупливая ножи в мясо буквально за 10 минут, потому что вы с силой бьете. Короче, есть вариант нормальный. Покупаем лоточек с мясом, в моем случае это просто обычные грудки, и тут есть два варика. Если он адски замороженный, то перекладываем его из морозилки в холодильник часа на 3. Если он размороженный, то кладем в морозилку часа на 3, ну это среднестатистическую. Если же хочется быстрее, у вас есть микроволновка, на 10 минут, ну окаменевшее мясо, холодное, на 10 минут ставим на разморозку. Обычно идут ватты, и вот это вот, короче, с капельками, это обычно разморозка, на 10 минут. В итоге к чему это приводит? К тому, что у вас есть два куска, которые великолепно режутся, но они не мягкие, но режутся. Смотрите. Вот, можно разделить. А теперь смотрите, какая консистенция. Ровно 10 минут на режиме разморозки. Либо 3 часа заморозки, либо 3 часа разморозки в холодильнике. Режем на пластиночки, а потом на кубики толщиной миллиметр, 2, можно даже 3 миллиметра, но чем мельче, тем больше это будет похоже на котлеты. Кажется, блин, наверное, это долго. Нет, нифига. Это по скорости примерно так же, как через мясорубку прокрутить, и сильно быстрее, чем натирать это дело на терке. Давайте посмотрим, сколько времени у меня уйдет на одну грудку. Время пошло. Так, берем. Типа не считая, хорошо, не считая этой гуски, у нас ушло 1,5 минуты. 1,5 минуты на грудку или 3 минуты на 2 грудки. То есть, в принципе, если есть острый нож, то вы можете ничего не пачкать, помимо самого ножа и доски, и достаточно быстро сделать вот такие вот кубики, которые сейчас разморозятся за минуту буквально, и увидите, что будет. И да, как только мясо размораживается, оно уже так нифига не нарезается. То есть фиг ты вот такое движение сделаешь, оно, видите, все начинает уползать, уже приходится делать вот так, это занимает больше времени и опять же сильнее тупит нож. То есть пока оно замороженное, оно еще режется нормально на кубики. Как только разморозилось, то все. Именно поэтому такой трюк как бы фиговее прокатывает с просто сырой грудкой обычной размороженной. Теперь добавляем яйцо, немножечко крахмала, для того, чтобы это все дело стопудово склеивалось, схватывалось и котлета не разваливалась, когда мы переворачиваем. Совсем чуть-чуть крахмала там будет не чувствоваться. И специи.
Да, напоминаю, если вы хотите повторить этот рецепт, то ссылочка в описании, там точные граммовки, по которым можно все повторить. Ну да, там еще в этом инстаграме, в котором граммовки, там каждую неделю раздают ножи, просто за то, что ты подписан на инсту. Ну там что-то комментишь, просто случайных людей из комментариев выбирают, и там каждую неделю раздают наборы ножей от Самуры, по ссылке в описании. А в плане специй я даже не знаю, что вам посоветовать. Ну, соль, перец, это понятно, а дальше, ну вот у меня есть такой ящичек, сейчас я чего-нибудь там наколупаю, чего-нибудь здесь да найдется. Свежемолотый перец, само собой, соль. Когда видишь мясо, легко добавлять соли сколько хочешь. А для цвета и аромата я добавлю копченой паприки, ну вот так. И я добавлю немножко карри, но вот как бы тут смотрите сами. Яйца, прежде чем добавлять в фарш, сейчас фарш станет фаршем, когда совсем разморозится, лучше их сначала взбить, чтобы, ну, типа, равномернее было. И я еще натру немного чеснока, просто потому что могу. Крахмальчик для скрепления всего этого. Ну и золотиться все будет офигительно. Просто перемешиваем. Все еще холодно. Ну ничего. Ну и чтобы все это дело не было совсем без гарнира, конечно, можно там греча, рис, макароны, все дела. Я сделаю самую элементарную тимьяновую картошку. Ее даже чистить не будем, потому что сейчас есть вот такая вот, как сказать, молодой картофель. Моем его по мере сил и, собственно, нарезаем чем-то типа палочек, долек, да, пофиг, называйте как хотите. А теперь типа дофига лайфхак, если вам лень чистить тимьян. У меня есть вот такой пакетик с тимьяном, вот там достаточно много тимьяна, но это с него вот эти маленькие штучки счищать я не хочу, у меня просто лень, поэтому я сделаю вот как. Я поставлю сотейник, вок или глубокую кастрюлю на огонь, добавлю туда такого масла, обычного растительного масла, подожду, пока все это дело растопится, а потом на минутку делаю вот так. Ну вот так, чтобы оно не брызгало. Короче, делаю тимьяновое масло вместо того, чтобы чистить тимьян руками. А потом спустя минуту, когда тимьян стал такой жухловатый уже, а масло пахнет офигительно, просто выбрасываем его и туда уже кладем картоху и жарим ее. Главное, картошку не перемешивать слишком часто. То есть мы вот так перемешали разочек, на пару минут оставили. Перемешали, оставили, чтобы у картохи было время подумать о своем поведении. А точнее, чтобы у нее было время образовать вот такую вот корочку. Если постоянно мешать, то у нее не будет время образовать корочку. Солим, перчим, солим, перчим. Теперь варика 2. Поставить самый маленький огонь, возможно даже ливануть туда водички, накрыть крышкой, чтобы картошка уже подзолотившаяся приготовилась. Либо если есть духовка, просто убрать духовку. То есть можно прямо здесь довести. Ну, то есть вы видите, она уже такая вся золотистая, все дела. А дальше она начнет пригорать, правильно? То есть вот подобные кусочки, вот сейчас я покажу вот этот кусочек, вот этот. Вот подобные кусочки идеальные, но дальше уже начнут пригорать. Поэтому либо ливаните сюда водички, и под крышкой на пару они уже доготовятся, либо на противень и в духовку. Я, собственно, у меня духовка есть, поэтому я там поставлю это на 20 минут, на 200 градусов, оно точно будет готово. Но учить вас жарить котлеты я не буду. Маслице разогрели, ложечкой навалили, подождали 3 минуты, перевернули, подождали 3 минуты, вот те котлета, блин, и готово. Ладно. Так, короче, вот, собственно, котлетки. Жарим не быстро, но вот такие здоровенные я сделал последние, вот эти вот. Вот эти вот можно жарить минут по 5 с каждой стороны. А те, что потоньше, ну, предположим, по 3. Ну и все вот оно вот, конечно, тоже уже точно готовое. Вон там шипит масло. Нежнейшее. Первое, тимьяновая картошка. Само собой, она супер мягкая внутри, то есть вот тут супер мягкая внутри.
но при этом с корочкой. Пробуем. Божественная тимьяновая картошка. При этом мы не запаривались, снимая с веточек тимьяна листья. Рецепт 10 из 10. Ну, как сказать, рецепт. То есть вот эта вот штука, когда ты в масло кидаешь тимьян, у тебя все вкусное, все тимьяновое, и потом на этом масле просто жаришь картошку. Это божественно. Котлета. Полностью, само собой, готовая котлета вот такой вот консистенции. Мягкая, нежная, сочная, можно сказать, котлетная. Не совсем тот фарш, который прокручен через мясорубку, но если мясорубки нет, то почему бы и нет? Я хочу узнать мнение Саши. Это даже не то, что котлета, это как, типа, микрошницель, разрезанный не на, типа, куски вот такого размера, а на совсем маленькие куски. Очень вкусно, очень классно, рассыпается во рту замечательно. А картошечка? Картошечка вообще какая-то экстра классная. Причем это даже не вкус тимьяна. Я не знаю, она просто очень вкусная. А почему она такая вкусная? Что это за вкус? Сливочное масло называется. Вообще, да, возможно, да. Собственно, вот такой простой рецепт. На самом деле даже не рецепт, а прием. Я больше не буду... Короче, пинайте меня, если я говорю лайфхак. Я буду говорить прием. Что это за петушня? Лайфхак, блин. Все лайфхакерами стали. Я все, с этого дня я буду говорить... Вкусненько, кстати. Я буду говорить прием. Если у вас нет обычной мясорубки, и вам неохота натирать на терке ледяное мясо, чтобы у вас там рука отнималась от холода. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.